Сегодня я покажу самые необычные переделки, от откровенно колхозных и безумных до невероятно красивых и агрессивных автомобилей, над тюнингом которых работают целые корпорации. А в конце покажу самый забавный проект, когда ребята решили сэкономить на Tesla Cybertruck и сделали аналог за 80 тысяч рублей. Результат вас удивит. И начну с откровенной дичи. Думаю, никого не удивишь экстравагантными дисками и колпаками, которые имитируют вращение спиннера. Но ребята решили зайти намного дальше, сделав задние колеса сразу из 6 колес. А это более облагороженный вариант спиннера. Как видите, все колеса при деле. Остается только один единственный вопрос. Зачем это все? Идея растягивания лимузинов только в длину – это общепринятая практика, но Дэй Орберг решил подойти к этому вопросу совершенно по-новому и создал White Lima – самый широкий в мире лимузин. Орберг смог достичь этого, сварив кузова двух автомобилей после их растяжения в длину и в ширину. Это и позволило создать этого удивительного голубого монстра. Внутри White Lima есть простор для 8 человек, включая водителя. Там также имеется бар для напитков, создающий атмосферу настоящего развлечения, и полноценный танцпол. Что еще нужно для вечеринки? Еще один нестандартный тюнинг-проект – создание фуд-фургона из настоящего космического челнока-шаттла. Изначально автомобиль планировался как нестандартный лимузин, но впоследствии был модифицирован в полноценное кафе на колесах. Корпус создан из реального списанного самолета DC-3, который смогли выкупить практически за $100 тысяч. Для движения этого транспортного чуда использовался Big Block 427 Chevy, что придало ему не только внешнюю экстравагантность, но и достаточную для передвижения мощность. Это сочетание сделало его уникальным в плане дизайна и функциональности. Но если вы думаете, что яркий и странный тюнинг – это удел безумных одиночек, то вы сильно заблуждаетесь. Декатора – это целое направление в японской автомобильной культуре. Это украшенные огнями грузовики, появившиеся в Японии в 70-е годы, благодаря водителям, транспортирующим рыбу. Это движение объединяет хром, лампочки и сумасшедший декор, который занимает весь автомобиль. Владельцы не скупятся на огнях, стараясь использовать целые неоновые панели, светодиодные ленты и гирлянды. Это превращает грузовики в яркие и оригинальные объекты, привлекая внимание как на дорогах, так и на специальных выставках. И да, эти цветные монстры действительно передвигаются по дорогам общего пользования, правда, значительно убавляя количество включенных огней. Но давайте поговорим о чем-то действительно мощном и безумном. Например, проект «Булава». Он был назван в честь российской баллистической ракеты, что уже само по себе придает антуража. Это Lamborghini Huracan, который решили дополнить скромными турбинами Precision Turbo 881, чтобы достичь мощности в 3000 лошадиных сил. Для того, чтобы обеспечить такую мощность, пришлось отказаться от заводского сцепления, коробки передач и приводов. Для такого уровня мощности необходимы были и специальные компоненты. Даже ступицы колес должны быть спроектированы кастомные, так как стандартные просто не выдержат таких нагрузок. Хотя я напомню, что мы и так говорим о суперкаре Lamborghini. Для обеспечения безопасности в автомобиль был встроен каркас из углепластика, хотя салон оставили в его родном состоянии. Цель идеологов проекта – участие в многочисленных драг-рейсингах и фестивалях скорости. И ведь это логично. В конечном итоге, зачем нужно авто с 3000 лошадиными силами, если не планируется использовать их на полную мощность в гонках? В 2015 году были выпущены первые модели Белинкин Vintage, представленные в международном автосалоне в Дубае. Эти купе основаны на базе BMW 3 серии в кузове E92. Хотя силовой каркас от купе Белинкина остается прежним, большинство компонентов донорского автомобиля заменяются на новые заводские детали. Варианты модификаций двухдверной тройки, включая М3, доступны для заказчика, который может выбрать подходящую ему модель. Однако основные изменения касаются внешнего вида. Процесс разработки дизайна проходил в соответствии с ведущими стандартами автомобильной промышленности.
сложности, начиная с множества эскизов, затем 3D-моделирования и создания полноразмерной пластилиновой модели. Формы для новых кузовных элементов изготавливались на станках с ЧПУ, а сами детали из стеклопластика. Интерьер также получил богатое оформление в ретро-стиле, с возможностью настройки по желанию клиента с использованием практически любых материалов. На старте продаж стоимость каждого автомобиля составляла $150 тысяч. Сейчас некоторые экземпляры уже перевалили за черту $250 тысяч. Но тюнингует не всегда и без того спортивные машины. Что если взять смарт-фото и прокачать эту табуретку? Конечно, почему бы и нет, подумал Брабус. Возможно, с первого взгляда сумма в 53 тысячи евро за микроавтомобиль может показаться высокой, но Smart Brabus Ultimate 125 представляет собой миниатюрное чудо с мощностью 125 лошадиных сил, оснащенное 18-дюймовыми колесами и эксклюзивным обвесом. Выглядит максимально агрессивно, будто одичавший шпиц черного цвета, злобно скалящий свои зубы. Существует множество безумных обвесов и видов тюнинга для легендарной Supra A80. Однако можно с уверенностью сказать, что Wheelside создали что-то по-настоящему удивительное. Обвес, входящий в пакет 4509 GTR, который превращает Supru в стильное купе, похожее на Bentley Continental GT. Почти все меняется: капот, бампер, боковые юбки, крылья. Машина будто собирается с нуля. Также можно заметить знакомые фары и задние фонари от Audi R8, которые великолепно вписываются под этот тюнинг. Кроме обвеса, Supra от Wheelside получает и значительное увеличение мощности двигателя 2JZ, который теперь выдает 680 лошадиных сил и 745 ньютон-метров момента. Очень достойный вариант тюнинга. Автомобиль Mercedes Vito 119 Mixto на первый взгляд может показаться малоподходящим для тюнинга. Но компания Hartmann решила переосмыслить этот стереотип и доказала, что в мире автомобилей практически нет машин, которые не поддаются тюнингу и модернизации. Результатом их работы стала модель Hartmann VP Spirit. Этот автомобиль прошел значительные изменения как во внешности, так и в интерьере. Он был оснащен 19-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины шириной 245 мм, а также был дополнен спортивным обвесом кузова. В результате этих изменений автомобиль преобразился и стал совершенно не похожим на заводскую версию. Изначально был семейный авто, а в результате получился спорткар на стероидах. Остается только поработать с начинкой, чтобы быть, а не казаться. А это пример того, как должен выглядеть идеальный тюнинг, на мой скромный взгляд. Компания Hennessy использовала Chevrolet Camaro ZL1, оснащенную 6,2-литровым V8 мотором, мощность которого составляла 659 лошадиных сил и 881 ньютон-метров крутящего момента, как основу для своего проекта The Exorcist, что дословно звучит как «изгоняющий дьявола». Этот же мотор также используется в автомобиле Corvette Z06. Hennessy приступили к значительной модернизации этого дьявола, заменив систему теплообмена, установив новую головку блока цилиндров с новым распределительным валом, а также добавив новую нержавеющую выхлопную систему. Кроме того, ребята сильно модифицировали прошивку блока управления. Результатом всех этих изменений стало значительное увеличение мощности до впечатляющих 1014 лошадиных сил и крутящего момента в 1310 ньютон-метров. Этот проект превратил Camaro в настоящего монстра на дороге, представляющего собой нечто большее, чем просто спортивный автомобиль с небольшим агрессивным обвесом. И это показательно, стильно выглядит, круто едет, чего еще хотеть от тюнинга. Fiat 500 Abarth – это модель, которая уже сама по себе знаменита среди поклонников небольших автомобилей. Название Abarth для них не пустой звук, так как это бренд, который известен своими тюнинговыми версиями мини-автомобилей. Однако для тех, кто стремится к еще большей мощности, существует ателье, специализирующееся на глубокой модернизации маленьких автомобилей – компания Poggi Racing. Среди их модельного ряда есть одна увлекательная модель, называется Ares.
Маленький аборт преобразился не только внешне, благодаря более агрессивному обвесу, но и претерпел серьезные технические изменения. Его 1,4-литровый турбированный двигатель был полностью переработан. Как результат, машина обзавелась мощностью, достигающей 404 лошадиных силы и 445 ньютон-метров максимального крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км в час всего за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 288 км в час. И все это в крошечном автомобиле, от которого не ждут и трети мощности, заложенной в него этим тюнинг-ателье. Достаточно впечатляет. Смарту от Брабуса такое и не снилось, хотя габариты схожи. Действительно удивительно, но некоторые владельцы автомобилей Bentley Bentayga начинают задумываться о том, как можно придать своему роскошному авто более выразительный облик. Хотя, куда выразительней. Но если есть спрос, то и дельцы всегда найдутся. Компания Lumma Design представила потрясающий проект тюнинга под названием Lumma CLR B900, который полностью изменяет внешний вид этого люксового внедорожника. Результат почти не напоминает заводскую модель Bentayga. Внедорожник претерпел радикальные изменения во внешнем облике, получив более агрессивный и стильный дизайн. Тюнинг включает в себя модифицированные передние и задние бамперы, уникальные дверные пороги, а также широкие колесные арки. Кроме того, автомобиль оснащен новой системой выхлопа, а его внешний вид дополняют огромные диски и роскошные элементы кузовного обвеса. Внутрянка Bentley остается неизменной. Силовой агрегат и так выдает впечатляющую мощность и представляет собой произведение технического искусства. Mercedes AMG G63 – это уже сам по себе внедорожник с уникальной мощностью и выразительной внешностью. Однако, когда вы добавляете в эту форму тюнинг и компанию Mansory, машина может стать настоящим монстром, способным устрашить своей агрессивностью любого на дороге. Mercedes AMG G63 не только стал шире на 4 см, но также был оборудован новой выхлопной системой и оптимизированным программным обеспечением для управления блоком двигателя. В результате мощность автомобиля увеличилась с заводских 544 лошадиных сил до сумасшедших 840 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент после тюнинга был ограничен на уровне около 1150 ньютон-метров. Этот модифицированный Mercedes от Mansory просто выходит за рамки ожиданий. На выходе ты получаешь одичалого быка, готового разорвать в клочья любого, кто рискнет стать с ним вровень в потоке. Великолепный автомобиль. Японское тюнинг-ателье Raubi Griff, известное своей работой над классическими моделями Porsche 911, представило свой удивительный тюнингованный электрокар. В этом проекте для создания автомобиля использовались узлы и компоненты от Tesla модель S Performance в качестве силовой установки и трансмиссии. Электромотор этого купе 977 года развивает впечатляющую мощность в 563 лошадиные силы и питается от батареи емкостью 32 кВт-час с жидкостным охлаждением. Автомобиль также был модифицирован и внешне с помощью агрессивного бодикита, включающего характерные расширители арок, новые бамперы и спойлер на крыше моторного отсека. Эти изменения придали ему более агрессивный и стильный внешний вид, сочетающий в себе дух ретро и современные технологии. Модификация получилась настолько удачной, что в глаза не бросается ни сам обвес, ни тем более электрическая составляющая этого проекта. Все сделано аккуратно и без колхоза. Под капотом автомобиля Ford Granada испытывали всевозможные двигатели, ведь это один из самых безобидных автомобилей, который можно встретить на дорогах общего пользования. И всегда хочется удивить потом чем-то эдаким. Однако ни один из моторов от Porsche или корветов не сможет сравниться с V8 Modular, снятым с гиперкара Koenigsegg CCX. Он оборудован двойным наддувом и выдает более 600 лошадиных сил в стоке. Представляете удивление водителей, которые видят Гранаду, стартующую со светофора с этим зверем под капотом.
Tesla Cybertruck только пошла в серийное производство в конце 2023 года. Но есть умельцы, которые решили собрать свою версию значительно раньше, да еще и за пару дней. Русские парни превратили ВАЗ-2109 в творение Илона Маска за 8 дней и всего за 80 тысяч рублей. Впечатляет? Прежде всего, на ВАЗ-2109 был приварен каркас из стали, и поверх него были уложены листы железа, покрытые хромированной краской. Это создало внешний вид, очень напоминающий настоящий Кибертрак, с его характерной стальной отделкой. Окна были затонированы и установлены диски с колпаками, имитирующими логотип Tesla. Оптика была заменена на светодиодные элементы, чтобы придать больше сходства с оригиналом. Но, конечно, были и недостатки. Автомобиль имел всего одну дверь, а основные компоненты и механизмы остались от старушки ВАЗ-2109. Однако за сравнительно небольшие деньги это была прекрасная переделка, которая заставила улыбнуться тысячи людей. История закончилась тем, что владелец продал эту машину в 2019 году за 700 тысяч рублей. Это подтверждает, что люди готовы платить за индивидуальность, даже если это началось как шутка. Как вы можете понять, тюнинг бывает разный. Не всегда это вычурные диски и пластиковые спойлеры. Иногда машины перестраиваются с полного нуля. Спасибо за просмотр.